Приветствую вас, друзья! Это игра Soul Mask, с вами снова Роман. Ну что же, мы уже 2 месяца вместе с Индиго играем в эту игру. И многое узнали. И я так думаю, пришло время рассказать о лучших талантах, которые, по моему мнению, есть у воинов в данной игре. Заранее скажу, что это мое субъективное мнение, и видеоролик условно я назову лучшие таланты воинов, потому что для каждого игрока, кто играет в эту игру, определенные таланты будут лучшими, ну так скажем, теми, которые он будет использовать. Так вот, и в данном видео я поделюсь своим личным мнением относительно того, какие таланты, по моему мнению, ну так скажем, наиболее важные и которые и я, и Индиго используем. Повторюсь, это мое субъективное мнение, мой личный выбор тех талантов, которые в игре существуют. Я в описании к этому видеоролику дам ссылку на сайт, на котором можно посмотреть абсолютно все таланты, которые есть в этой игре. Талантов больше сотни, они там подразделяются на разные виды. Там есть и таланты, ремесленников. Давайте вот сейчас кратко скажу, что вот такие вот есть титульные таланты, есть отрицательные таланты, есть вот таланты зеленые, есть таланты с негативными эффектами. Повторюсь, этих талантов больше сотни, и условно-таки я называю их лучшими, потому что огромное количество талантов, очень полезных, очень нужных. Но из-за того, что в игре каждому воину или ремесленнику можно поставить только 6 талантов, поэтому приходится выбирать, приходится тщательным образом подбирать тот набор талантов, который вы поставите своему воину. По тому, как ставить эти таланты воину, где эти таланты искать, где искать болванки, воинов, на которых вы будете эти таланты навешивать. Обо всем этом я сегодня рассказывать не буду, и в плейлисте по Soul Mask у меня на канале есть отдельное видео, большой детальный видеогайд, видеоинструкция, она там чуть ли не на час, где я подробно об этом рассказываю. Это видео я не хочу растягивать, поэтому только те таланты, которые, по моему мнению, наиболее важны, по крайней мере, для меня. Так, ну что же, давайте начинать. Многие таланты я перепробовал на практике, то есть это не просто так, что я прочитал информацию на сайте, мне таланты понравились, я их повтыкал. Нет, они все опробованы на практике, в реальном бою, в реальном действии. На протяжении, наверное, месяца, 24 часа, 7 дней в неделю, вот на этих тренировочных площадках стояли воины. Тут их было больше, тут еще был второй ряд. Вот это вот первый ряд, а тут еще стоял вот так вот второй ряд. У нас здесь круглосуточно тренировались воины. Так вот, все таланты мною опробованы. Давайте не буду тянуть время, а сразу перейдем к осмотру талантов. Я буду их называть, с первого более значимого, наиболее значимого таланта, самого важного, это первый, и там до 10-го, который менее значим. Давайте начну. На первом месте у меня стоит талант, который я сделал почти всем своим воинам. Это талант на исцеление. Талант называется «Стойкое исцеление». Если уровень здоровья превышает 70%, при получении урона восстановление идет в размере 30% от защиты до полного восполнения. Это талант обязательный, который, повторюсь, он есть почти, вот вы можете здесь посмотреть в этом списке. Это здесь вот список, за исключением вот этого Анатолия. Анатолий тут немножко не к месту, его надо будет, наверное, перенести в воина. Вот так вот. Вот 7 воинов, которых я сделал с 10 уровня, даже меньше. Вот, например, тут Катерина, она была там с 5 уровня. То есть все таланты здесь сделаны, те, которые я поставил, те, которые я хотел. Так вот, это стойкое исцеление, которое, как вы видите, есть у всех воинов. Это лечилка.
Это существенно увеличивает живучесть персонажа. Вот даже я на своего основного персонажа тоже это перенес. Вот оно, стойкость исцеления. Я вам сейчас сразу покажу, как оно работает. Пока здоровье выше 70%, малейший урон, который вы получаете, и тут же происходит автоматическое лечение. Ничего не надо делать, оно автоматически лечится. Смотрите, сейчас попробуем это все показать. Смотрите, я чуть-чуть урон получу. Бам. И пошло восстановление. Видите, бам, бам. И до полного. Раз, и полная полоска здоровья. Единственный минус, что это работает, когда здоровье выше 70%. Вот смотрите, если будет больше, ну сейчас меньше. Видите, раз и пошло восстановление. Ничего, ни бинты, не бинтую. Вот сразу раз, и пошло восстановление здоровья. Ничего не делаю. Это очень полезно, и поэтому я этот талант поставил абсолютно всем воинам. Ну и повторюсь, вот эти вот все воины, которые здесь видны, это не только воины, которые вместе со мной ходят. Я за них играю. То есть я беру контроль, и я за них играю. Поэтому вот эти все таланты, они работают на мне. То есть я могу любого взять и сделать контроль, и я за него играю. И вот этот вот навык, он на первом месте, потому что сами видите, когда вы сражаетесь, малейшие там повреждения, которые вы получаете, и у вас сразу идет лечение. Не надо ждать, там, когда оно спадет, и вы потом будете бинты наматывать. Нет, чуть-чуть получили урон, пам, и восстановление сразу пошло. Стойкость исцеления. Это талант, ребятки, у меня на первом месте. Самый важный, он почти у всех есть. Да не почти, а вот у всех. Вот 7 воинов, да, вот сейчас посмотрим. Он у всех есть, я его всем сделал. И даже на тех воинов, которых я не сам тренировал, которых я брал, но у них была возможность добавить один навык, я им всем добавил этот навык. Вот, видите, вот здесь навык тоже последний я добавил, вот здесь добавил навык, и вот здесь вот. Это 3 воина, которые, ну, они были уже со своими талантами, я их не тренировал. Но у них был один свободный слот, и я вот этот навык добавил. Стойкость исцеления. Индигу, по-моему, то же самое сделал, ну, если посмотреть ее воинов. Я тут их как-то комбиновал. Ну, у нее тоже, вот видите, тоже это все есть. Стойкость исцеления. Это на первом месте. Дальше. На втором месте по значимости это навык, который тоже есть у всех, ну, почти у всех моих воинов, за исключением вот одного. Это навык усиления слабого места. Мне трудно сказать, как этот навык работает, потому что в бою, ну, тяжело проверить, как он работает, в отличие вот от первого навыка. Но я поверил тому, что здесь написано. Специально усиливает собственные слабые места при попадании, снижая получаемый урон. Он на втором месте по значимости, потому что когда я дерусь и наношу уроны, я верю, что, ну, надеюсь, что здесь работает этот навык именно так, как написано. Я снижаю получаемый урон на 60%. Это, знаете, когда вот вы берете воина, и вот у него есть такой навык, закаленный в бою, что когда он участвует в качестве напарника, видите, он получает на 60% меньше урона. И я верю, что вот этот навык точно так же работает на моем основном персонаже. То есть, если я беру под контроль, да, персонажа, ну вот, например, вот Роман Супермен, если я за него играю, я верю, что когда я наношу удары, я получаю урон на 60% меньше. Это тоже имеет большое значение, потому что мы играем с Индигу вдвоем, плюс еще берем своих воинов. Поэтому, а в этой игре мобы, и элитные мобы, и боссы, они скалируются. То есть, чем больше игроков, чем больше, ну, соплеменников идут на него, тем он становится мощнее. То есть, например, если, ну, скажем, взять, вот на Скоробея мы ходили, да, 40-й уровень. Если я иду один на него и вызываю, ну, Скоробей как 40-й уровень. Но если я иду вместе с Индиго, и каждый из нас берет по одному воину, этот Скоробей 40 уровня, он превращается в Скоробея 100 уровня. Он становится, ну, в 4 раза мощнее. Это уже проверено мною на практике, ну, об этом мне и в Дискорде писали. То есть вот мы 40-го жука Скоробея убивали, его было нам вчетвером убить гораздо сложнее, чем я в одиночку убил 60-го жука. Ой, не этого, собаку, Анубиса.
Вот, на 40-го Анубиса тоже мы ходили вчетвером. Было в разы сложнее, чем я пошел один на 60-го Анубиса. Но я шел с воином. Если идти вообще одному без воина, еще проще. Так, ну это я отвлекся. В общем, защита важна. Защита важна в этой игре. Вот, особенно когда вы играете вдвоем. Поэтому вот этот навык, он стоит на втором месте, талант. Я поставил его им всем. Снижение урона. Потому что на моей практике еще один такой момент. Не много раз бывало, когда моб наносил мне урон, а я был уже в стальной броне, в стальной улучшенной, она у меня не просто стальная, она у меня там накидана, там, вот видите, защита, там снижение урона, вот такое все накидано. И мне моб наносил в течение 2-3 секунд по 5, по 6, по 8 тысяч урона. Просто мне прилетало. Вот буквально недавний случай, я ходил на Анубиса 60-го, правда я ходил с воином. Меня Анубис убил за 3 секунды. Мне в течение 3 секунд прилетело около 10 тысяч урона. То есть я даже там не успел перевязаться. Ну вы представляете, вот 3 секунды. Раз, два, три. И вот за это время я получил 10 тысяч урона. Ну понятно, что я умер. Причем это было вот с этим талантом, про который я говорю. Если бы этого таланта не было, ну было бы еще в разы больше. Поэтому защита имеет значение, вот этот талант на втором месте. Дальше перехожу на третье место. На третьем месте талант по бинтам. Быстрая перевязка. Время перевязки минус 50%. Так вот, по этому таланту я на своем опыте скажу, что разница огромная. Играете вы с этим талантом или играете без него. Я больше месяца, когда мы только начинали играть, играл основным своим персонажем без этого таланта. Перевязка занимает около 3 секунд. И огромное количество раз было, когда я просто не успевал перебинтоваться. То есть меня поранил какой-то моб, я начинаю бинтоваться, а вы когда бинтуетесь, персонаж встает. Он не может, вот как в других играх, бежать и бинтоваться. То есть вот смотрите, я бегу, если я нажимаю бинт, бам, видите, я встал, раз и забинтовался. С этим навыком, с этим талантом бинтование идет 1,5 секунды. Вы скажете, Роман, какая разница, 3 или 1,5 секунды? Ну это же мизер. Ребятки, этот мизер спасает жизнь, во многих случаях. Очень часто меня спасал вот этот вот мизер, 1,5 секунды. Потому что, повторюсь, как с каким-то боссом вы деретесь, и он на вас заагренный, и вас бьет. И наносит вам урон, там вы убегаете или от него, или вот так вот там от него уворачиваетесь, а у вас урон, и вам нужно остановиться и забинтоваться. И когда вы нажимаете вот эту кнопку, раз, персонаж встал, и вот в этот момент, когда он стоит, 3 секунды, босс к вам подходит и вас просто добивает. Все, и вы мертвый. В кому впадает, а потом он там бам-бам, пару ударов, и все, и добил вас. Не хватало вот этих 3 секунд, чтобы остановиться, перебинтоваться. Когда я стал уже играть воинами вот этими, да, у которых этот бинтик есть, 1,5 секунды, разница огромная, небо и земля. За 1,5 секунды я успевал, вот последние разы, да, ходил я там, по-моему, последний раз я один ходил на Анубиса, спасал, 1,5 секунды хватает, чтобы перебинтоваться. Вот, это третье место. По значимости я говорю. Талант, который должен быть. Дальше. 4 место. На 4 месте 3 таланта, которые опять-таки тоже направлены на исцеление. Этих таланта 3. Я не могу сказать, какой-то из них лучше, какой-то хуже. Я пробовал их все 3. Примерно одинаково они работают. И вот какие таланты. Первый талант на 4 позиции, который называется жажда крови. При наличии жажды крови, если вы атакуете врага в пределах 5 метров от себя, есть 25% шанс превратить 30% урона в восстановление собственных здоровья. То есть вы бьете моба какого-то, да, и 25% шанс может сработать этот талант, и 30% урона, который вы лупите, идет вам в лечение. Причем вот эти вот таланты, да, про которые сейчас я вот, в частности этот я говорю, он суперски работает, когда вы наносите урон быстрым оружием, например, копье.
Вот копьем вот так тук-тук-тук-тук-тук тыкаете. Или перчатками. Бом-бом-бом-бом-бом-бом перчатками бьете. Или парными клинками лупите. Или кнутом. С мечом, с молотом, с луком он меньше будет работать. А вот с оружием, которое наносит вот частые уроны, вот копье, да, видите? Вот тут сколько он там? Он 6 раз тыкает. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. И вот представьте, талант сработал, и вы 6 раз вот нанесли там урон, да? Ну, суммарно, скажем, я копьем там наношу, ну, где-то, ну, по 600 урона. То есть вот так вот я нажал, бум-бум-бум, сколько он там тыкнул? 6 раз, что ли, он тыкает? То есть я суммарно там, скажем, нанес, ну, где-то 2 или 3 тысячи урона. И из этих 2-3 тысяч урона, скажем, ну, 3000 урона я нанес, да? И 30% идет мне восстановление здоровья. Ну, это много, это существенно. 30%, ну, например, с 3000 урона это 1000. Представляете, я вот так вот, ту-ту-ту-ту-ту, он буквально 2 секунды. И 1000 восстановления здоровья прилетело мне. Очень полезно. Альтернатива этому навыку, навык вот такой вот, поглощение крови. При нанесении урона целям в радиусе 5 метров 15%, там 25, здесь 15, поменьше. Но этот талант, помимо того, что он вам восстанавливает здоровье, он еще и дополнительный урон наносит. 15% шанс нанести дополнительный урон, равный 3% от их максимального здоровья. Ну, я так примерно посчитал, если мобы жирные и сильные, то вы будете получать по максимуму. То есть 100 очков здоровья вы будете восстанавливать. А так как на каждом оружии у нас накидано кровотечение, поэтому будет срабатывать 150 здоровья. То есть за каждый удар по 150 хп вам будет прилетать. Вы бьете, и 150 здоровья вам прилетает. Правда, шанс меньше, всего лишь 15%. Ну и вы наносите еще дополнительный урон. Он навык такой же, как этот, но единственное, что здесь процент срабатывания меньше, ну и урон вы наносите. И третий талант, я эти таланты все время навыками называю по ошибке. Третий талант примерно такого же рода. Сейчас я вам его найду. Я его не всем воинам, ну, вернее, там, по-моему, парочке воинам я его повесил. Сейчас я его найду, этот талант. Но он как-то так не особо мне понравился, поэтому я его не вешал. Или, вернее, я его вешал, а потом я его поменял. Сейчас я его найду. Вот. А, есть он у меня, у Катерины он есть, да, что я говорю. Не всем, вот он у нее есть. Вот. Кровь — это жизнь. При получении урона есть 20% шанс активировать кровожадное восстановление, которое восстанавливает здоровье в количестве 30% от собственной атаки в секунду в течение 15 секунд. Здоровье, потерянное от кровотечения во время действия этого эффекта, превращается, ну, в восстановление здоровья. И у этого таланта откат 25 секунд. Так, вот у этих был откат. Да, вот у них нету отката, видите, у этого таланта, он может постоянно срабатывать. И у этого таланта тоже нет отката. Поэтому, кстати, они, ну, так скажем, выигрывают по сравнению вот с этим. У этого откат 25 секунд. И вы здесь выздоравливаете, то есть те два таланта, когда вы наносили урон, а здесь, когда по вам бьют, при получении урона, то есть когда вас лупят, у вас есть 20%, что вы вот этот талант сработает, и вы во время атаки начнете восстанавливать здоровье. Ну, причем неплохо так восстанавливает здоровье. Вот я вот за Катерину еще мало играл. 30% от собственной атаки. Но это так же, как вот здесь вот. 30 урона, восстановление здоровья. Вот так и здесь тоже. 30 от собственной атаки в секунду, в течение... Ну, вот, в общем, тоже восстановление идет. Вот эти три таланта, они примерно равнозначные. Вот. Я их все три нашел. И все три на практике, ну, применял. И, ну, больше всего мне понравился вот этот, ну, как бы понравился, то есть я так думаю, что лучше срабатывает. Вот этот жажда крови и капельки. Поэтому вот этот вот талант я только одному воину своему сделал, да, ну, за которого я тоже играю. Проверить. Я его еще особо-то не проверял, повторяюсь. Вот этот хорошо работает. И вот этот хорошо работает. И, кстати, они еще, знаете, вот эти таланты видны, как они хорошо работают, когда вы используете
умение на двуручном мече. Вот так вот. Скольжение называется. Он на попе едет и наносит урон. Это, кстати, умение неуязвимое. То есть, когда вы его делаете, по вам урон не идет. Это неуязвимость. И я про умения сниму отдельное видео, ребятки. Топовые умения. Так вот, вот эти таланты вот на этом умении отлично видны. То есть, когда вы босса бьете, я это в подземелье использую против этих механических роботов. Там Терминатор, кто там еще, Охотник, вот такие вот, ну, механические роботы. И вот против них вот это умение неуязвимое. Вот так вот, жух в одну сторону. Ну, у меня есть видеоролики, посмотрите, где я убивал. Вот так, бух в другую сторону. И когда вот едет, и вы наносите урон, там цифры так вылетают, и вот эти таланты срабатывают, прямо у вас ХП восстанавливается. Это тоже очень хорошо видно. То есть это тоже на практике я проверял. И вот этот талант работает, и вот этого таланта работает. Когда он сработал, и вы наносите много и часто урон, вам восстановление идет. Вот эти таланты на восстановление здоровья на 4-м месте. Так, теперь переходим к 5-му месту. Ну, дальше уже на, скажем, на 5-м месте таланты, которые наносят больший урон. Здесь я уже, ну, точно все не перечислю, а скажу, которые, ну, так скажем, меня привлекли и которые я поставил. То есть на 5-м месте таланты, которые наносят постоянный урон. Ну, давайте я вам сейчас, если я их найду сейчас, а я их, думаю, найду, я покажу. Да, вот на 5-м месте таланты на урон. Самый мой любимый это вот этот. С радостью рвется в ближний бой, плюс 9% к урону врагам в радиусе 5 метров. И похожий талант есть там. Сейчас, кстати, давайте я у Индиго покажу. Индиго, по-моему, сделал себе одного воина. Сейчас я найду Индиго. Ну, короче, тоже на урон. Сейчас, наверное, я... Нет, не то. Подожди, где? Наставники. Как же она, он у нее называется? Избранная, что ли, называется? Что-то я не вижу, где избранная. А вот она избранная. Нет. Делала она себе воина? В общем, есть таланты, которые увеличивают урон. Вот, например, нашел. Ну, это у моего воина. Мощная атака. Грубая сила повышает атаку на 9%. Вот такой талант. Здесь скорость атаки. Нет, не то. Вот, мощная атака. Тоже, видите, на атаку. Повышение атаки. И еще третий талант есть тоже, как он там называется. Ну, тоже на атаку. Тоже на атаку. И... но мне больше понравился вот этот талант, потому что он добавляет не просто там 9 к атаке, а он 9 к урону врагам в радиусе. То есть, если, например, вы бьете там по площади, кнутом, скажем, то все враги, которых вы задеваете, они все получают, ну, на 9% больше урона. Поэтому вот такой вот талант на урон 9% к урону. Ну и вот такой вот, где, как у Катерины, где вот он. Атака на 9% повышена. Да, они немного по-разному работают. То есть этот талант урон добавляет, а этот талант просто добавляет атаку персонажа. Вот имеется в виду вот эта вот атака ее. Где она? Вот эту атаку она добавляет на 9%. Вот. Что из них в итоге дает больше урона, трудно сказать. Это надо подсчитывать. И я же еще сюда на 5-е место вношу все таланты, которые связаны урона оружия. Не просто вот суммарный, да, урон, а, например, вот урон кнутов, вот 9%, то есть если он дерется кнутом. Урон клинками, если он клинками дерется, на 9%. Вот Оля копье, видите, у меня у каждого персонажа я его делал под определенный вид оружия. То есть вот здесь вот копье, здесь клинки.
Здесь кнут. То есть вот под определенный вид тоже дополнительный урон наносит. В общем, на 5-м месте таланты, которые наносят именно урон. И 6-е место. На 6-м месте, ребятки, наверное, будут все остальные таланты, ну, в группу, это так, группы, так скажем, которые тоже более или менее наносят определенный урон. Ну, тут уже точно я не могу сказать, но многие сюда относятся. Я вам просто их перечислю. Ну, те, которые я, так скажем, считаю важными. Но они на 6-м месте. Значит, вот такой талант. Защита от проникновения. При попадании по цели есть 15% шанс игнорировать ее защиту. То есть, когда вы бьете по мобу, у него есть броня, и вот 15% вероятности того, что вы пробиваете эту броню, ну и, соответственно, наносите больше урона. Полезный талант. Желательно иметь. Вот. Дальше. Вот такой талант. Урон по корпусу. Тоже, ну, корпус самая большая часть у моба, по которой вы попадаете, поэтому 20% шанс, что ваш урон повысится на 25%. Я вам скажу, что это много, 25%. Если этот талант сработает, ну, и вы по корпусу бьете, соответственно, урон будет увеличен. Тоже полезная штуковина. Дальше еще один такой вот талант, тоже я его очень сильно рекомендую. Усиление урона. Особенно этот талант хорошо работает, если у вас надет какой-то сет, или вы едой тоже разгоняете себе шанс критического урона. И смотрите, этот талант, когда срабатывает, вы в течение 12 секунд 10 раз ударите и нанесете максимальный урон. То есть вот талант сработал, вы моба бьете, и у вас критануло, вылетел крит. Ну там, скажем, вы наносили по 600, по 700 бам, и у вас критануло. Вылетел крит, там, скажем, на 3000 урона, и у вас этот талант сработал. Так вот, следующие 10 ударов вы нанесете урон, каждый удар по 3000. То есть вот как у вас критануло, максимальный какой вы там вылетел у вас, или там на 5000 у вас критануло, вы 10 ударов по 5000 нанесете при срабатывании этого таланта. Очень полезный талант, ну, хороший. Вот, тоже я его рекомендую. Дальше еще очень полезный талант, экстраординарный талант. Вероятность срабатывания всех талантов увеличена на 20%. Это значит, что, например, вот этот талант будет срабатывать с вероятностью 35%, да? Вот этот талант 20 плюс 20, 40%. Что еще тут? Вот этот талант не 15%, а 35%. То есть он на 20% увеличивает шанс срабатывания. Полезный, тоже хороший талант. Еще один талант. Тоже желательно это все на одном воине. Видите, у меня все на одном воине это сделано. Роман 3 это такой, скажем, ну, персонаж, который ориентирован на урон. У него на защиту ничего нет, а на урон есть. Слияние ума и сердца. При попадании есть 20% шанс, но вот с этим талантом этот шанс становится 40%. 20% шанс впасть в транс, в котором сразу же срабатывают все таланты, которые должны сработать в течение 10 секунд. То есть сработал этот талант, слияние ума и сердца, и у вас все остальные таланты тоже сработали. То есть вот сработал вот этот талант у меня, слияние ума и сердца, и сработал вот этот талант, сразу начал работать. Вот этот талант сработал, ну, я думаю, что он, наверное, к вероятностным относится. И вот этот. Я не знаю, относятся вот эти два таланта к вероятностям или нет, но если относятся, то они сработают. Слияние ума и сердца. Хороший, очень тоже полезный талант, ну, рекомендую. Так, что еще я могу порекомендовать? Так, еще есть, вот, называется... Вот, у Оли копье, тоже я за этого персонажа играл. Вот такие два таланта, они работают вместе. Внезапная атака. У всего есть слабое место. При атаке любой части есть 20% шанс принять ее за слабое место. Ну что такое слабое место? Это не значит, что это голова. У каждого моба в игре есть слабое место. Это не обязательно голова. И когда вы попадаете по этому слабому месту, у вас урон увеличен. Это не то же самое, что вы наносите крит.
Крит это крит, то есть критический урон это отдельный тип урона, он рассчитывается по силе вашего оружия, по вашей атаке. А это именно слабое место, здесь другой расчет. Я не могу в цифрах назвать, потому что я не разработчик этой игры. Но по логике, при попадании по слабому месту вы наносите больше урон. Во сколько раз больше, не могу сказать, цифр у меня нет. Так вот, этот талант принимает любую часть, вот куда бы вы по мобу не попадали, 20%, что вы при попадании это будет как слабое место. Ну и, соответственно, будет повышенный урон. Вместе с этим талантом вкупе отлично работает талант удар по слабости. Атака слабых мест имеет 25% шанс увеличить урон на 25%. То есть вы по слабому месту, когда бьете, у вас и так урон увеличен, но с этим талантом он с шансом в 25% увеличится еще на 25%. Вот эти два таланта желательно ставить вместе, они вкупе работают. И, кстати, сюда бы еще, вот если бы здесь было еще место, у меня здесь просто места уже нет, я бы сюда еще присовокупил вот этот талант. То есть, если здесь эту Олю переформатировать, ну, скажем, убрать у нее стойкое исцеление, или вот за защиту убрать, или вот это убрать, я бы ей еще добавил вот этот вот экстраординарный, чтобы здесь шанс срабатывания был не 20, а 40%. Ну, вот эти два таланта работают вместе, они очень тоже хорошие. Так, что еще? Ну, это вот на моих воинах. Давайте сейчас перейдем к воинам Индиго. Повторюсь, этих талантов их под сотню, больше сотни. Все они хорошие. Просто приходится что-то выбирать. То есть не все вы их можете поставить. Так, давайте посмотрим теперь здесь. Полная мощность. Тоже хорошая, полезная вещь. При попадании по цели с полным запасом здоровья на 12 секунд вы входите в состояние, в котором крит урон увеличивается на 50%. Но опять-таки, если у вас шанс критического удара увеличен, талант хороший. Просто если он у вас там, скажем, около 10%, ну, когда талант сработает, а шанс крита нету, ну, он не будет работать. Но если шанс крита высокий, хотя бы 30%, талант отличный. Так, это то же самое, что у меня. На восстановление хороший талант, как вы видите. Танкам желательно вот такой. Защита увеличена. Ну, вот такой тоже неплохой талант. Преобразование атаки защиты. Половина текущей защиты на 12 секунд преобразуется в атаку с коэффициентом 50%. В принципе, если делать ДД, Damage Dealer, персонажа, да, вот этот талант можно поставить. Ну, много. Тут все так... Я все не смогу вам рассказать, обозревать. Я вам перечислил вот то, что я на своих воинов сделал. А так, конечно, талантов хороших много. Да, кстати, ну вот, устойчивый тоже. Шанс, ну так себе. Есть, кстати, еще, да, вот скорость восстановления здоровья тут увеличенная тоже есть. Такая хорошая вещь. Защиту увеличена, ну это я вам уже сказал. Вот такой талант танку. Очень полезный. Ну, Маслютик у нас и есть танк. После отражения вражеской атаки, когда он заблокировал, или вы, когда вы играете за этого персонажа, заблокировали, и на 12 секунд у вас 80% бонус к защите. То есть вы заблокировали, и у вас защита там на 80%. Ну, почти как супер броню вы получили. Да, еще, кстати, полезный талант, он не боевой, расширение рюкзака. Если вы носите с собой там много вещей, и все время вам не хватает, особенно в подземельях, да, слотов, то вот такое вот расширение рюкзака увеличивает на 30 ячеек. Хорошая штуковина. Ну, так как талантов всего 6 можно поставить, поэтому, ну, тут пришлось пренебречь этим талантом и его не ставить. Так, ну что еще показать здесь?
Ну вот тоже оборонительная тактика. Вот этот талант смертельный. Ну не буду читать, просто сами посмотрите, тоже хороший. Это Индигу ставил. Кстати, вот этот талант интересный. Без пощады. Вроде бы, ну так, по описанию ерунда, но вы знаете, я замечал, вот когда я брал с собой вот этого воина, Маша Охранник, по-моему, это вот он. Нет, 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 это не он. Сейчас, если я найду. Вот, по-моему, вот этот вот. То есть какое-то происходит у моба замешательство, и он перестает сражаться, он отбегает в сторону и стоит, поворачивается к вам спиной и стоит просто в одном месте. Замешательство, что ли, вот по-моему, вот этот талант, когда я брал этого с собой воина, по мобу срабатывал, и моб начинал тупить. Правда, недолго, ну вот 5 секунд, но срабатывал, было такое. Да, есть еще два типа таланта. Вот, например, у Валькирии. Она была у меня, да и сейчас остается неубиваемой. Ну, так скажем, очень живучей благодаря двум талантам. Вот. Когда здоровье меньше 50. Я себе бы такой талант не ставил, а вот воину, который с вами ходит драться, я вот этот талант... Ну, я не ставил, он у нее уже был, он полезный такой, интересный. То есть, когда у нее здоровье меньше половины становится, хотя они вообще-то бинты бинтуют, ну вот вдруг она не забинтовала бинт, а ее оглушили. Знаете, бывает так, что босс оглушает и не может воин забинтоваться, он в оглушении, а босс его лупит, ну и в итоге его добивает. Вот. Потому что тот в оглушении не может забинтоваться. Вот этот талант, когда срабатывает, то урон стойкости преобразуется урон в выносливость. То есть у нее как бы не здоровье уходит, а выносливость уходит. Вот этот талант. И еще у нее тоже такой же есть талант. Вот этот. Когда меньше 50%, урон преобразуется в урон выносливость. У нее не жизнь уходит, а у нее выносливость уходит. И она вот за счет этого остается живучей. То есть он по ней бьет, она в оглушении. Но здоровье не уходит, а выносливость уходит. А потом, когда оглушение проходит, она встает. Ну да, выносливости нет, но она быстренько ее восстанавливает, она отбегает, перебинтовывается. Так, ну, ребятки, это долго. Все, я хотел видеоролик коротким сделать. Ну, самое главное я вам показал на первом месте, на втором. Сейчас в конце еще подведу итог. Еще много, конечно, разных полезных талантов есть. Так. Еще один талант интересный. Сейчас я его найду. Скорость восстановления здоровья. Сейчас. Талант, знаете, на что? Это вот танку. Талант. Вот это вот хороший талант, тоже если найдете, ну не побрезгуйте. Ну, если вы будете играть за этого персонажа. Затраты на выносливость 30%. Это очень сильно поможет, если вы играете с молотом и с мечом. Потому что когда вы молотом и мечом лупите, удары отнимают большое количество выносливости. Да, она быстро восстанавливается, но вот с этим талантом выносливость будет тратиться на 30% меньше. То есть вот у меня, например, меч. И вот вы мечом лупите, смотрите, бам. Видите, выносливость тратится. Да, если я сейчас остановлюсь, она быстро восполнится. Вот. Бам. Она сейчас начнет восполняться. Вот. Ну, довольно быстро. Но вот с этим талантом я смогу больше рубить и молотом. Молот он там бам лупит. У меня с собой молота нет. И вот с этим талантом на 30% меньше будет расходоваться выносливость. Тоже это, ну, так. На копье-то это не особо заметно. Ну, тут как бы он мало расходует. А вот на молоте и на мече это сильно заметно.
Так, ну, наверное, на этом я, ребятки, закончу. Сейчас подведу итог. В принципе, я вот вам поделился теми талантами, которые я поставил своим воинам. Конечно, есть еще огромное количество талантов. Вот, например, есть талант «Стальное тело». Пока у вас выносливость выше 50%, у вас неуязвимость к оглушению. Вас не могут оглушить. Но третьего уровня этот талант я не нашел. Второго, первого находил, третьего не нашел. «Стальное тело» оно называется. Вот. Потом много там, на лук есть хорошие таланты, когда чем противник дальше, тем больше урон. Ну, много. Я сейчас так не буду говорить, просто я с луком особо не бегаю, поэтому у меня на дальний бой талантов вообще ни у кого нет. А так, если делаете лукаря, то там на него тоже есть свои таланты. Вы все это находите и навешиваете на свою болванку. Вот. Ну, это вот те таланты, которые, так скажем, мне больше всего понравились, которые я нашел, мы с Индиго нашли, и я находил, она мне помогала. И мы сделали нашим воинам. Так, ну и давайте итог еще разок подведу. На первом месте стойкость исцеления обязательно. На втором месте, если вы в ближнем бою, как я, это усиление слабого места, чтобы урон меньше получать. Второе место. На третьем месте, когда вы играете за этого персонажа, это бинты. Обязательно, чтобы быстрее перевязываться. На четвертом месте какой-нибудь один талант на восстановление здоровья. Ну, не вот этот, а вот либо капельки, поглощение крови, либо жажда крови, либо кровавое восстановление. Ну, что найдете. Это вот на четвертом месте. На пятом месте хотя бы один талант на урон. Мне понравился мастер ближнего боя. Ну и либо же вот мощная атака. И еще есть один талант. Тоже он увеличивает их 3. Вот мощная атака. Вот этот мастер ближнего боя. И еще один талант. Я просто сейчас его не нашел. А может мы уже того воина выкинули. У которого был. Тоже на урон. Тоже там на 9% он увеличил. Так, это первое место. Это второе. Это третье. Это четвертое. На пятом, да, месте. На пятом месте на урон. И на шестом месте это уже там тоже на урон. Либо вот на пробитие. Либо вот экстраординарный, либо слияние, либо урон по корпусу, либо вот слабое место, что-то вот такое вот. Ну, тоже, что вам понравится. Если выносливость, то вот на меньше выносливости. Если там рюкзачок, чтобы больше слотов, значит рюкзачок. Если там, чтобы вот за 10 ударов там вас критануло, там вот такой талант. Вот это на шестом месте. Все, что хотел по талантам, я рассказал. Я еще хочу рассказать по умениям, но так как видео получилось, наверное, уже долгим, я по топовым умениям сделаю отдельный видеогайд. А этот видеогайд был посвящен талантам. Лучшие таланты воинов, по моему мнению, которые я выбрал, которые я надел на своих воинов, за которых я играю. Все, благодарю за внимание. С вами был Роман, игра Soul Mask. Успехов вам и увидимся в следующей серии. Всем пока.